у самого входа мы видим следы жизнедеятельности современных предпринимателей. Здесь уже эта влажность превратилась в густой туман. Мы сейчас находимся на глубине нескольких, наверное, десятков метров. Ого, здесь целая подземная река. А тоннель тянется дальше и дальше на неизвестное расстояние. Всем привет, дорогие зрители! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Steppenwolf. Есть такая поговорка: в тихом омуте черти водятся. И, пожалуй, эта поговорка будет максимально применима к этому месту, где я сейчас нахожусь. Горная река, скальный массив, тихое место, находящееся в отдалении от любого населенного пункта на несколько десятков километров. И вот этот самый горный массив скрывает одну из тайн Второй мировой войны, а позднее и Югославии. Внутри этого горного массива расположен командный пункт, который построили немцы. Во время Второй мировой войны позднее использовала Югославская народная армия. А уже в наши фактически дни, уже в новейшей истории, помещение этого командного пункта, эти выработки горные, пытались переоборудовать, переработать под ферму шампиньонов. Ну, давайте сейчас вместе отправимся внутрь и своими глазами посмотрим, что же там сейчас. На самом деле я немного ошибался, говоря об этом подземном объекте. Это место овеяно тайнами и легендами, и даже история его происхождения на сегодняшний день достоверно неизвестна. Точнее, история места считается почти утраченной, поскольку немцы, отступая, уничтожили или увезли с собой всю документацию, а свидетельств, дошедших до наших времен, почти не осталось. Впрочем, давайте обо всем по порядку. Вход в объект достаточно типовой. Он представляет собой подковообразный коридор, имеющий два входа или два выхода в случае, если один, предположим, в результате бомбардировки будет завален, чтобы можно было воспользоваться вторым. Ну и, естественно, поскольку это объект очень масштабный, естественно, он имеет не только этот вход, мы с вами попозже доберемся до другого входа. Ну а теперь давайте отправимся внутрь объекта, и уже здесь прямо у самого входа мы видим следы жизнедеятельности современных предпринимателей, которые пытались адаптировать этот объект под плантацию шампиньонов. Вот здесь вот мы видим с обеих сторон разложены мешки с грунтом. А вот и мышка летает, кстати. Здесь, наверное, должны были быть мощные гермоворота. И прямо при входе в объект, здесь сейчас это тоже все занято плантациями шампиньонов. У кого-то, видимо, прогорел бизнес. Но логично, что при входе в объект был санпропускник. Тогда, правда, во времена, когда строился этот объект, во времена Второй мировой, еще не было опасности применения ядерного оружия, но, несмотря на это, в любом случае при входе в объект строились санпропускники, возможно, с расчетом на применение химического оружия. Ну, а это уже обычное очко. Как оказалось, однозначных данных о времени постройки этого объекта нет. Большинство свидетельств говорят о том, что строительство велось немцами с 1942 года. Но есть и мнение о том, что объект начали строить еще при короле Югославии Александре I в 1931 году, одновременно с сооружением аналогичного объекта в городе Мали Зворник, известного как подземный город Карагеоргиевича, или под более романтическим названием «Каменная девушка». Кстати, напишите в комментариях, будет ли вам интересно видео об этом историческом месте, с учетом того, что на сегодняшний день оно не заброшено, а часть этого подземного комплекса превращена в музей и открыта для посетителей.
И следующее помещение. Здесь уже был технический блок. В него ведет коридор. И дальше там находится технический блок, где расположены были агрегаты жизнеобеспечения. Я так понимаю, что здесь была дизель-генераторная, возможно, фильтровентиляционная установка. Ну и сейчас же здесь повсеместно мы можем видеть эти ряды земли под шампиньоны. Вот здесь, судя по этим бетонным постаментам, бетонным тумбам, явно находились какие-то агрегаты. Давайте продолжим изучать технический блок. Здесь вот смотрите, тоже были бетонные постаменты, на которых, скорее всего, располагались дизель-генераторы. Сейчас, конечно, этого ничего нету. Хотя, судя по рассказам местных, объект был достроен, объект использовался. А вот за этим бетонным постаментом, за этим фундаментом под какой-то очередной агрегат скрывается вентиляционная шахта. И оттуда прям четко чувствуется теплый воздух. И, надо сказать, высота очень даже внушительная. Мы сейчас находимся на глубине нескольких, наверное, десятков метров. И сразу после того, как я выбрался из вентиляционной шахты, сразу ощущается разница температур. Там явно теплый воздух, который проникает сейчас сюда, внутрь объекта с улицы, а здесь уже такая приятная прохлада в знойный летний день. Давайте продолжим изучать объект. Вот здесь вот немножечко подзатопленный участок. И опять же мешки с землей для выращивания шампиньонов. Смотрите, а это уже тупиковая часть. То есть здесь, собственно, дальше мы уже никуда не пройдем. Здесь был тупик. Этот тупик расположен в конце прямого коридора, идущего непосредственно от входа. И, очевидно, здесь находился огневой пост или, как минимум, КПП. Тогда давайте отправимся внутрь объекта. Здесь достаточно ощутимая влажность. Ее прямо видно в луче фонаря. Объект, конечно, достаточно масштабный. И смотрите, вот здесь по всему объекту была сделана грамотно, под полом был грамотно сделан дренаж. То есть объект, несмотря на то, что его возраст уже больше 70 лет, он все равно находится в хорошем состоянии. Здесь нигде нету серьезных протечек. То есть с инженерной точки зрения здесь все было сделано очень правильно. И гидроизоляция, и дренаж, несмотря на то, что здесь настолько высокая сейчас влажность, что я даже не вижу дальнобойный луч фонаря, я не вижу, насколько далеко он пробивает. Друзья, хочу напомнить о том, что у меня есть телеграм-канал, где я выкладываю самую оперативную информацию о своих приключениях, рассказываю о различных очень интересных объектах и публикую координаты мест, которые можно беспроблемно посетить. А также у меня есть Boosty, где, подписавшись всего от 45 рублей в месяц, вы получаете доступ к эксклюзивной информации, к полным вариантам видео, к стримам, которые я скрываю со своего основного канала. А также сейчас я взялся за активное наполнение этой площадки новым, очень интересным контентом. Так что подписывайтесь, а я буду очень благодарен вам за любую вашу поддержку. А мы продолжаем. И вот здесь уже были какие-то помещения, командные помещения, ну, точнее как, внутри этих помещений уже располагались военные, располагался персонал этого бункера. Помещений таких несколько, и они все поголовно
завалены этими мешками под шампиньоны. Тем временем мы продолжаем двигаться вперед. 4 помещения, здесь было разные площади. А вот из этого помещения можно было пройти туда вглубь. Сейчас посмотрим, что там располагается, кроме мешков под шампиньоны. Вот такая вот глубокая дренажная яма. Вот в такую яму, не дай бог, засмотришься по сторонам, провалишься и в лучшем случае ноги переломаешь. И это уже тупиковое помещение. Здесь был санузел. И здесь еще парочка помещений, которые также заняты мешками под шампиньоны, с грунтом под шампиньоны. В принципе, картина примерно та же. Давайте смотреть, что нас ждет за поворотом. А за поворотом все то же самое. Еще один туннель. И какое-то помещение. Похоже, что это тоже помещение было под туалет. И туалеты здесь достаточно просто были организованы. То есть была такая вот выгребная яма, которая периодически вычищалась. Влажность становится сильнее, и впереди слышен звук воды. Практически здесь уже эта влажность превратилась в густой туман с видимостью в пару десятков метров. При этом под ногами, не считая нескольких луж, достаточно небольших, все равно сухо. То есть, еще раз повторюсь, это говорит о правильных инженерных расчетах при строительстве этого бункера. И вот еще, кстати, обратите внимание, на стене крепления для, скорее всего, водопроводной трубы, но они пластиковые, уже современные. То есть это, скорее всего, постарались местные предприниматели, когда выращивали шампиньоны. Ну а тем временем мы подошли к развилке. И звук воды был именно отсюда. Смотрите, как интересно. Здесь дренажная канава, и оттуда вытекает вода. Вверх уходят ступени. И сейчас попробуем подняться, посмотреть, что же там. Ого! Здесь целая подземная река. Обалдеть! Наверное, я рискну переодеться в заброды и вернуться сюда. Посмотрите, какая чистая вода. Кристально чистая. Честно сказать, я бы очень хотел вернуться туда в забродах, но пока давайте продолжим исследовать этот бункер. Относительно того, как использовались эти тоннели, тоже нет достоверной информации. Кто-то, ссылаясь на живых свидетелей тех времен, рассказывает, что внутри горы немцами была оборудована фабрика оружия, которая действовала вплоть до 1944 года, когда немецкие войска отступили из этого региона. Другие утверждают, что в выработках был немецкий штаб. Но в итоге все сходятся во мнении, что после ухода немцев туннели использовала Югославская народная армия до 1953 года, когда после смерти Сталина и потепления советско-югославских отношений пропала угроза нападения СССР. Похоже, там впереди еще очень и очень приличное расстояние. И куда этот туннель ведет, тяжело сказать. А тут опять начинаются помещения с правой стороны.
Но местные предприниматели сюда уже не добрались. Помещения пока абсолютно одинаковые по размеру и абсолютно пустые. Также 5 помещений, только пока они все одинаковые по размеру. Вот это чуть-чуть отличается по конфигурации, но за счет того, что здесь есть такая ниша, явно не под туалет. А тоннель тянется дальше и дальше на неизвестное расстояние. Ну что же, отправляемся дальше в неизвестность. Акустика здесь, конечно, просто потрясающая. И, кстати, что интересно, туннель здесь становится практически сухим. Тоннель просто кажется бесконечным. И совершенно потрясающее эхо. Акустика здесь невероятная. Какие-то звуки посторонние периодически возникают. Возможно, от капающей воды. Где-то капающей воды. И вот здесь туннель поворачивает под 90 градусов. Даже похоже, тут острый угол. И смотрите, здесь пещерный жемчуг. Здесь фактически начал образовываться пещерный жемчуг. Еще одна развилка. Тут летает мышка. Здесь какие-то старые двери, старые решетки. И, похоже, мы все-таки пришли ко второму выходу. Такой же подковообразный тоннель. Тут уже намного теплее. Тут уже прямо веет теплом с улицы. Это один из входов во вторую патерну. От разницы температуры у меня даже запотел объектив, и мне пришлось несколько минут ждать, пока я смогу снимать дальше. И оттуда прям ледяным воздухом веет. Вот такая подковообразная патерна ведет уже непосредственно ко входу в сам объект. А вход был закрыт на решетку, и мне кажется, что эта решетка оригинальная еще с тех самых времен. Возможно, конечно, где-то дальше были и гермодвери. Ну, а это второй выход из подковообразной патерны. Ничего принципиально другого мы здесь не увидим, выйдя с этой стороны. Лето, солнце и тепло. Вот в такой скальной породе вырублен этот бункер. Вырублен очень качественно. Ну а я сейчас отправлюсь к машине переодеваться в заброды и попробую спуститься в ту подземную речку, которая протекает за одной из стен этого бункера. Не знаю, насколько у меня это получится. Меня, собственно, смущает высота, на которой находится самая нижняя ступень, самая нижняя скоба со стороны той речки. Все-таки я спустился в этот туннель, и уровень воды тут убывает. Посмотрите, сколько здесь шпур, куда закладывали взрывчатку для того, чтобы пройти этот туннель. Туннель наклонный в сторону той стены, видимо, специально для сбора воды это было сделано. Либо недопройденная штольня. И посмотрите, как красиво здесь. Белоснежный кальций. Просто обалденно.
Ну а я направляюсь сейчас на выход. Там меня ждет человек, который согласился мне помочь и проконтролировать, как я буду спускаться. Мне повезло, недалеко от входа в объект один из местных жителей, добродушный серб, косил траву на площадке под туристический лагерь. И он согласился сходить со мной и проконтролировать мой спуск в затопленную выработку. Вода очень чистая, хотя, конечно, сейчас я муки со дна поднял прилично. И сейчас буду выбираться наверх, прям по края куртки.